Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Вот, Рубен Варданян сделал громкие заявления, сейчас ознакомлю, что он заявил. Карабах – это отдельный субъект, который должен участвовать в принятии решения о своем будущем. Вот на фотографии Рубен Варданян, всем известный. И вот он что заявил. Ереван, новости сегодня. Карабах является отдельным субъектом, который должен участвовать в принятии решения о своем будущем. Об этом заявил госминистр Карабаха Рубен Варданян. Он напомнил, что Карабах вышел из состава Азербайджанской ССР до распада этого Советского Союза. Карабах самоопределился без Армении. Более того, Карабах отделился и вышел из состава Азербайджана еще когда был Советский Союз. В этом смысле действительно был какой-то дуализм в том, что Карабах вышел из состава Азербайджанской ССР до распада этого Советского Союза. И до 1994 года Нагорно-Карабахское руководство было частью конфликта, одной из сторон, которая представляла интересы именно людей, живущих в Карабахе. Рассказал этот госминистр Варданян в интервью телеканалу РТВ. Затем, по его словам, спустя несколько лет произошла такая ситуация, что президент Карабаха Роберт Кочарян в 1998 году стал президентом Армении, и Армения начала представлять интересы Карабаха. Сейчас же, отметил, ситуация изменилась, и судьба Карабаха должна решаться людьми, которые живут в Карабахе. В общем, сам Варданян уже считает себя там главнокомандующим, напоминает мне Остапа Бендера. Он заявляет, что командовать парадом в Карабахе буду я. Я здесь главный, все, меня назначили. За мной стоит Владимир Путин, он нам поможет в случае чего. И в общем, вот, да, он как-то стал резко вошел в свою должность и начал делать очень громкие заявления. Вот написано, планы Варданяна. Госминистр сообщил, что план, возглавляемое им правительство, будет направлен на противостояние вызовам, стоящим перед Карабахом. Первый вопрос – это статус Карабаха, не только правовая сторона вопроса, но и вопрос позиционирования Карабаха в международном пространстве. Карабах – это отдельная единица, которая должна принимать участие и в принятии решения о своем будущем. Это требует много работы. В общем, работы будет много у Варданяна. Второе – это безопасность. Мы должны сделать все, чтобы жизни армян Карабаха ничего не угрожало. Безопасность должна обеспечивать как жители Карабаха, так и наши международные партнеры, я имею в виду и миротворцев, и все международное сообщество. Потому что мы также имеем дело с гуманитарной катастрофой, не только с военной. И третье, конечно, социально-экономическое и культурное развитие Карабаха, подчеркнул Варданян. Ну вот еще он заявил Арцах как красная линия. Он заявил, что никогда не вмешивался в политическую деятельность действующих предыдущих президентов Армении. И не собирается вмешиваться сейчас. Но Карабах для него красная линия. Я всегда очень последовательно говорил и публично заявил, что Карабах для меня красная линия. И с этой точки зрения считаю недопустимым, чтобы армянская элита просто наблюдала за происходящим в Карабахе и ничего не делала, заявил Варданян. В общем, все, он себя почувствовал хозяином Карабаха, все уже это считается, что он туда никого не допустит. В крайнем случае Путин поможет ему, так, где эта карта. В общем, если что, прикрытие есть, вооружение есть. Недавно выпустил ролик, что там карабахские армяне стали вооружаться уже. Они отслеживают ситуацию, у них есть квадрокоптеры, дроны уже. И следят за азербайджанскими военными, как они себя ведут. В общем, готовы к обороне. А он там все уже, хозяин, говорит, я главный, и не лезьте в мои дела, в общем. Я там буду делать, что хочу. И мне Ильхам Алиев не указ. Потому что эта территория, он считает, не Азербайджана, а не знаю, чья это территория, правда, это территория стопроцентно Азербайджана. Почему он считает, что он там должен быть хозяином вообще на этой территории? Кто он такой? Он только 2 недели назад туда прибыл и уже заявил, что я там буду хозяином, типа вы сюда не лезьте. Это уже Путин сам заявлял, что Карабах территория Азербайджана.
А что этот Варданян не понимает, почему он так говорит, не знаю. Ну, Ильхам Алиев разберется, думаю, с ним скоро. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.